Приветствую вас. Сегодня мы погружаемся в мир, где за каждым словом следят взгляды, где каждое движение читается словно текст, а сама жизнь становится игрой на выживание. Попав в тюрьму, человек оказывается в замкнутом пространстве, где правила отличаются от привычных норм общества. Здесь многое решает не то, что ты говоришь, а то, как ты себя ведешь. Наблюдательность – вот главное качество, которое помогает новичку понять, кто рядом с ним. Заключенные оценивают поведение, взгляд, движение рук, выражение лица. Из-за этого уже на первых порах можно почувствовать, кто скрывает что-то за маской. В тюрьме не доверяют словам. Там ценится только умение распознавать истинное намерение через мелочи. Как человек сидит, как смотрит, куда кладет руки, с кем общается. И уже в первые дни новичок понимает, здесь не просто так задают вопросы. Здесь каждый вопрос может быть ловушкой. Слово «стукач» звучит в тюрьме как приговор. Это человек, который порой добровольно, а иногда под давлением, начинает сотрудничать с администрацией. Его задача – докладывать обо всем, что происходит в камере, о разговорах, планах, передаче запрещенных предметов. Но откуда же берутся такие люди? Стукачами не рождаются, это не врожденное качество, а выбор, сделанный в экстремальных условиях. В тюремной иерархии стукач занимает самое низкое место, ведь он нарушает главный принцип – молчание. История феномена стукачества уходит корнями в прошлое. В советские времена существовали целые системы вербовки заключенных, где каждый второй так или иначе сотрудничал с режимом. И сегодня в постсоветских тюрьмах стукачи встречаются повсеместно. Они могут скрываться под маской матерого зэка или неопытного новичка, но суть одна – контроль и доносы. Как становятся стукачами? Чаще всего это происходит внезапно. Оперативники, так называемые оперы, используют проверенные методы. Заключенного вызывают на допрос. Там ему предлагают сделку. Немного чая, сигарет, свидание с родными. И взамен информация. Иногда это сопровождается шантажом. Откажешься – расскажем соседям о твоей статье. Придется тебе сидеть с первоходами или, хуже того, с насильниками. Особенно часто вербуют насильников или тех, кто оказался в тюрьме по тяжким статьям. Угроза расправы или изоляция делает свое дело. Но не стоит думать, что это происходит только из-за давления. Некоторые соглашаются добровольно, ради выгоды, ради возможности облегчить свою жизнь, ради иллюзии власти. Существует и другая категория – те, кого называют добровольцами. Они стучат не из-за страха или выгоды, им нравится чувствовать себя выше других, нравится контролировать, нравится, когда от них что-то зависит. Это наиболее опасный тип информаторов, ведь вычислить их почти невозможно. В тюремном мире существует два типа информаторов. Одни становятся таковыми вынужденно, под давлением или угрозой, другие добровольно. Вынужденные информаторы – это те, кто попадают в слабое положение. Насильники, одиночки, изолированные или угрожаемые администрацией. Им просто говорят «сотрудничай, или тебе ждет худшее». Это банальный шантаж, но в замкнутом мире тюрьмы он зачастую срабатывает. Добровольцы же – совсем другой случай. Это люди, которые идут на сотрудничество не из-за страха, а из-за желания чувствовать свою власть. Им важно показать себя более значимыми, чем остальные. Их мотивирует зависть, скрытая агрессия или жажда внимания. Они могут стучать даже без особых выгод, просто чтобы досадить кому-то или почувствовать себя нужными. Именно такие добровольцы зачастую являются наиболее опасными. Их трудно вычислить, они умело манипулируют другими, притворяются друзьями, дают советы, слушают исповеди. И все это, чтобы потом передать услышанное куда следует. В тюрьме есть особая категория заключенных – рецидивисты, или как их называют, строгачи. Это те, кто уже провел за решеткой годы, кто знает все правила и умеет манипулировать другими. Именно их часто подсаживают в камеры к новичкам, чтобы установить порядок и создать иллюзию дружеской поддержки. На деле эти строгачи становятся глазами и ушами администрации. Они рассказывают байки, притягивают к себе доверчивых первоходов, советуют, как себя вести. И вот уже новичок, считая, что нашел надежного союзника, начинает делиться деталями. Что говорил на допросах, что в камере скрывает запрещенное, кто планирует побег.
Строгачи мастерски умеют внушать доверие, при этом оставляя себе лазейку. Если что-то всплывет, они всегда могут сказать: «Я просто хотел помочь». Эти люди опасны не только своими связями с операми, но и тем, что умеют управлять эмоциями и чувствами других. В тюремной камере выживание зависит не только от физической силы, но и от умения читать других и правильно себя вести. Главное правило – меньше болтать. Слова могут быть использованы против вас. Никогда не обсуждайте детали дела. Не хвастайтесь связями или знаниями. Наблюдайте, кто слишком много болтает, кто дружелюбен, кто всегда рядом, когда кто-то рассказывает историю. Это может быть информатор. Не поддавайтесь на провокации. Иногда стукачи могут подталкивать к откровенности. Например, говоря: «Ну расскажи, как тебя взяли». Или «Что опера тебе говорили». В такие моменты лучше промолчать или сменить тему. Помните, в тюрьме ценится осторожность и молчание. Излишняя откровенность может стоить вам не только привилегий, но и здоровья. Рано или поздно любой стукач рискует быть раскрытым. Это может произойти случайно, через утечку информации, или намеренно, когда кто-то специально проверяет доверие. Последствия для такого человека бывают разными. В лучшем случае его просто перестают уважать, отказываются общаться, он становится изгоем. В худшем его избивают, унижают или даже убивают. В тюремной среде существует негласное правило: если кто-то разоблачен, его могут посадить в так называемый обиженный угол или петушник, где жизнь становится адом. Там нет уважения, там нет поддержки, только презрение. Иногда наказание может быть показательным, чтобы другие поняли: стучать опасно. Но даже если месть откладывается, страх и недоверие окружающих будут преследовать информатора до конца срока. Что ждет стукача после освобождения? Многие думают, что с окончанием срока проблемы заканчиваются. Но это иллюзия. На воле о прошлом информатора могут узнать, и это может обернуться проблемами. От осуждения знакомых до прямой угрозы жизни. Даже если он пытается начать новую жизнь, клеймо стукача остается. Бывшие стукачи редко возвращаются к нормальной жизни. Некоторые продолжают сотрудничать с правоохранителями, другие попадают в еще более тяжелые жизненные обстоятельства, потому что их прошлое дает о себе знать. Мир за решеткой и мир свободы – это не две разные вселенные. Они пересекаются, и стукач, который однажды предал своих, уже никогда не сможет восстановить утраченное доверие. Стукачество – это не просто личный выбор, это часть системы. Тюремная администрация, оперативники, даже высокие чиновники часто заинтересованы в том, чтобы в камерах были свои глаза и уши. Это позволяет поддерживать контроль, узнавать о готовящихся побегах, бунтах, распространении запрещенных веществ. Но эта система порочна. Чем больше заключенных соглашаются на сотрудничество, тем глубже погружается тюремная среда в атмосферу недоверия и страха. Каждый боится, что его слова могут быть переданы дальше. Таким образом, тюрьма превращается в замкнутый мир, где контроль поддерживается не только силой, но и постоянным доносом. Стукачество – это не только тюремное явление. Оно пронизывает историю общества, начиная с доносов времен Инквизиции, через сталинские лагеря и до современных пенитенциарных систем. На воле к стукачам отношение также противоречиво. Вроде бы их действия помогают правосудию, но цена, которую платят они сами и их окружение, слишком велика. В тюрьме же осведомитель – это человек вне рамок морали. Его действия не воспринимаются как помощь закону, а как предательство. Даже если его донесения были направлены на злоумышленников, клеймо стукача в тюремной среде не смывается. Есть старое правило – стукач навсегда стукач, вне зависимости от того, что он делал, зачем и по какой причине, он всегда будет чужим для тюремного сообщества. Итак, стукачами становятся по разным причинам. Страх, выгода, желание власти или даже иллюзия справедливости. Но последствия этого выбора преследуют человека долго, если не навсегда. В тюремной среде донос не прощают, даже если он был сделан из лучших побуждений. Этот мир живет по своим правилам, и чтобы выжить в нем, нужно быть осторожным, наблюдательным и молчаливым.
Помните, в тюрьме слово может стать приговором. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.